Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Финансы, работа, перспективы, новые способы дохода или новые способы заработка. Наверное, с событиями последних месяцев нас словно перестраивает в каком-то другом направлении. Может быть, это и не для всех, но где-то для кого-то определенно проигрывается. И этот расклад как раз подойдет для тех, кто сам ищет либо новые способы дохода, где-то уже себе наметил или попробовал в новом деле, или собирается поменять профессию, изменить, может быть, вообще какой-то график своей работы, но движется в этом направлении. У тех, у кого все стабильно или все понятно, и уже как бы отлажено, и вы не собираетесь что-то менять, я могу предположить, скорее этот расклад может и не подойти. Но для тех непосед, которые как раз заняты тем, что я пытаюсь просчитать, принесет ли мне это доход, или я пытаюсь продумать, есть ли мне смысл оставаться на этой работе, и тут у каждого своя ситуация. Будет ли для меня, например, продвижение, сделаю ли я карьеру? Кто задается такими вопросами, мы попытаемся рассмотреть, каковы же тенденции. Но мы сделаем сигнификацию, чтобы вы поняли, стоит ли смотреть видео, по какому случаю или для кого готовы с нами говорить карты. Давайте мы узнаем, первое у нас будет, что сейчас у вас происходит. Туз жезлов. Может быть, есть сообщение, или, я бы сказала, конечно, карта может носить информацию, новости, может быть, предложение какое-то, но в основном это наш инсайт, это наше решение. Я решил или решила, что буду действовать каким-то определенным образом. Или сам по себе интерес к чему-то. Это как побудительный мотив изменить свою жизнь. Давайте раскроем эту карту. И, видимо, какие-то прежние разочарования, или когда, знаете, мы могли себя настроить на что-то, мы смотрим на работу, да, вы могли трудиться, допустим, по прежнему месту работы, или ваша сфера деятельности, которая вам может быть знакома, утратилось не только вдохновение, как будто нет какого-то смысла что-то продолжать. У кого-то взаимоотношения с руководством было обещано одно, но по факту я получил другое. Или какая-то прежняя ваша занятость, она вам сейчас перестает приносить доход. Или, может быть, вы не можете пока определиться с одним местом дохода, где я буду в дальнейшем продолжать свою трудовую деятельность, но уже на сегодняшний день четко понимаете, что финансового какого-то эквивалента, который меня бы устроил, там ждать нечего. Тут есть разочарование, одним словом. И где-то разочарование у каждого по-своему заставляет нас идти вперед. Давайте что-то, может быть, более конкретное. Вот так. Вот действительно, мои дорогие весы, кто смотрит видео, и кого эти вопросы, как, знаете, болевая точка в жизни, то нет дороги как будто назад. 13-й старший аркан. Это аркан трансформации. Есть какой-то переход, который придется сделать. Как долго он будет идти, нам карта это не говорит, но то, что нам придется пройти, словно сквозь темноту. Условно, да, темноту. То есть, когда мы будем отстраивать новый опыт или пробовать себя в новом деле, без гарантий каких-то, без того, что, может быть, мы сумеем детально что-то просчитать наперед. Но по этой карте, когда я уже точно знаю, что я не оглядываюсь назад, потому что так, как прежде, просто не может продолжаться. Там как будто, и отболела, и отгорела, и уже все варианты испробованы, и нет никаких иллюзий. Какое-то новое поприще для себя избрать. Может быть, научиться чему-то новому и изменить профессию. Есть определенная закономерность, все-таки это старший аркан, в том, что у вас такие перемены как будто происходят в жизни. Для чего-то вас пространство подталкивает к этому выбору. Наверное, для того, чтобы в первую очередь изменить вот это качество жизни. У кого-то мог быть конфликт на работе, или когда меня не поняли, или окружение, коллектив, тоже где-то тут по-разному, но не вдохновляли. С одной стороны, это могла быть ситуация, когда, например, конфликт есть с руководителем, а
весь коллектив, не разбираясь, да, он шаблонированно поступает так же, как сказал руководитель, или как он принял решение, так мы все как бы в этой конве будем действовать. Есть определенный стереотип или шаблон по отношению к вам, и вам ничего не остается, как принять. Ну, раз так вот по факту сложилось, значит, я иду вперед. И была когда-то, может быть, ситуация, когда вам, это для кого-то из вас, может быть, как, знаете, у меня получилось отстоять свою точку зрения, но по пятерке мечей ведь это пирова победа. Да, мы как будто доказали свое влияние или свою экспертность, свой профессионализм. А в ответ мы получили какую-то злобу, зависть, окрысились, да, вот есть такой глагол, не совсем, может быть, корректный, не из художественной лексики, но очень точно обозначает то, что происходит по факту. И здесь тоже как оставаться на работе, потому что нет ни взаимопонимания, нет как будто финансовой какой-то составляющей, которая бы меня радовала. Или вот те вопросы, которые с коллективом или те, которые с вашим окружением связаны, они тоже не придают надежды, что завтра что-то изменится. Тут как будто от мелких каких-то составляющих до более глобальных, как финансы, например. Для чего мы ходим на работу? Нет повода для радости вообще. И поэтому, наверное, вот этот туз жезлов, когда мы приходим к выводу, что, ну, все, тут уже продолжение, может быть, где-то как пятерка мечей. Мы не хотим по пятерке мечей именно жертвовать собой, понимаете? Ведь здесь воин в душе, он как будто одержал какую-то победу, он знает точно, что он прав, но нет желания никому ничего доказывать. И, кстати, карта говорит, не вступай ни в какие конфликты, это бесполезно, не расширяй вот эту дистанцию между людьми. Ну, вот какие-то такие не очень перспективные карты, правда. Видимо, такие переживания или очень сильные эмоции, это ведь я, в общем, говорю, у каждого это было пропущено через душу и по-разному отзывается в сердце. Но давайте, тем не менее, мы посмотрим. Вот на прежнем месте работы, что вас ждет? Ну вот нам карта дополняет восьмерка мечей, то, что состояние у вас такого замешательства может быть. И мы где-то смотрим вглубь себя. Это мог быть действительно конфликт, когда по-хамски даже был какой-то ответ нами получен. Или нас так вот жестко попытались типа поставить на место, зная свое место. Вот такое тоже. И нам ничего не остается, как начать поиск, глядя вглубь себя, может быть, правда, я что-то сделала или сделал не так, или в чем-то я был неправ. А нам говорят, да нет, это обстановка такая. И знаете, эта обстановка, все-таки у вас 13-й старший аркан. Здесь сами, словно высшие силы, могли спровоцировать, дать вам такой импульс, чтобы вы быстрее приняли какое-то решение. Ну хорошо, а что дальше тенденция? Поэтому вы себе, с одной стороны, не мешайте. Нет, как будто ну, великой вашей вины, или вот сложились какие-то обстоятельства, ну, значит, так тому и быть. И по аркану справедливость, тут, правда, мы получаем то, что мы как будто заслужили. Или какая-то ситуация, которая была, она вот так вот развивалась, к тому, что вы, либо вы должны согласиться, как я сказала, по пятерке мечей, и продолжать, когда и вашим, и нашим, когда всем хорошо, когда мы соглашаемся на какие-то условия. Нам эти условия могут не нравиться, но мы где-то держим этот баланс ради того, чтобы это было тихо. И где-то себе не навредить. Не навредить, может быть, высказав свое мнение, или не навредить, потому что я не буду правильно понят, поэтому какие-то новшества или какие-то мои предложения, допустим, рационализаторские даже, почему нет? Никто не будет даже этого рассматривать. И поэтому, если мы говорим на перспективу, где-то в том же ключе это все и продолжится. А вы будете находиться в какой-то обороне. По девятке жезлов, когда мы занимаемся только двумя вещами, или будем говорить, словно выходим на контакт с миром, с окружающими, когда либо есть какое-то ценное предложение или возможность, когда мы себя можем самореализовать, либо когда нам что-то угрожает. Тут самое главное сохранить себя буквально. Хорошо, так а что насчет карьеры? Вы знаете, вы могли уже где-то пробовать, например, да,
рассылать, может быть, резюме или контактировать с кем-либо, даже на вашем теперешнем месте работы, может быть, с другими руководителями или руководителями других подразделений. Как-то пытаться этот вопрос изменить, может быть, перейти в другой коллектив, например, кто-то мог пытаться, да, или поискать по данной профессии работу. И здесь как будто может быть у вас отклик, когда вам придется куда-то поехать, отправиться, и вы не можете словно отложить это на потом. Может быть, и известие какое-то вы получите на данной работе по поводу того, что, ну, как будто есть тема, которая для вас важна. Хорошо, давайте я достану карту, мы поясним, что такое рыцарь жезлов. Знаете, для кого-то из вас это может сложиться такая ситуация, смотря чем вы занимаетесь. К примеру, приезжает проверяющий какой-то, на вот том месте службы, где вы трудитесь. Или, может быть, еще вот какой-то приезд человека какого-либо. И для вас это, с одной стороны, для кого-то может означать, когда, ну, не побоюсь этого сказать, я надеюсь только, что это, может быть, для одного-двух проиграется. Когда могут попытаться сделать вас виноватым во всех каких-то недочетах или переложить ответственность на вас. Вот у кого-то так может проиграться. И это будет окончательным аккордом к тому, что я ухожу. Или для кого-то, я думаю, пусть так будет для большинства, это как то, как я уже сказала, предложение или какая-то возможность, которая приходит с известием, с человеком, или вам, может быть, самим придется куда-то отправиться, чтобы решить тот вопрос или рассмотреть какой-то новый вариант заработка или новую работу. И, скорее всего, вы все равно как будто приходите к выводу, что я буду уходить. Хотя это может проиграться для кого-то. Как известие, уходит руководитель. Или кто-то в этом коллективе может тоже подать заявление об увольнении, а для вас этот человек, ну, где-то больше отрицательной энергии. Давайте я спрошу, что же для вас, мои дорогие весы? Восьмерка кубков, тут есть уход. Правда, у кого-то может сложиться такая тенденция, если конкретная личность какая-то не дает вам либо прогресса, либо возможности заработать, либо чувствовать себя комфортно, вот этот человек, он может уволиться в силу каких-то там своих причин. И для вас тогда будет какая-то стабильная ситуация. Вот для кого-то так ведь тоже может проиграться. Но и для кого-то это окончательное решение. Тут по-разному, мои дорогие весы. И мы смотрим ведь на октябрь. Это октябрь месяц именно, когда уходит человек, с которым была связана какая-то помеха, либо какой-то конфликт, то тогда для нас есть перспективы отстроить как-то совершенно другую стратегию, тактику и получить другое качество работы, другие как будто возможности, в том числе и по финансам. Давайте мы спросим, карьеру вы можете сделать вот конкретно на этом месте работы? Пятерка пентаклей, увы, она говорит о том, что все равно где-то будет недостаток взаимопонимания, раз. И вот эта тема, которая касается недостатка финансов или по финансам, ну, видимо, может быть, даже пройдет какое-то время, мы ведь смотрим на перспективу. И я не могу сказать, что вы останетесь довольны именно финансовым эквивалентом. Хорошо, давайте мы тогда спросим, если вы или есть ли для вас вот развивать какое-то свое творчество, хобби, может быть, это новая работа, может быть, новый вид деятельности, то есть совершенно новый какой-то способ дохода, если мы его развиваем, может быть, вы к этому уже приступили, или вы приняли решение, и где-то вы уже знаете, в каком я направлении двигаюсь, что тогда, как видят карты, ваша позиция. Двойка пентаклей. Будет какое-то время оставаться вот такой элемент как будто двойственности, да, когда я словно пока не могу окончательно определиться, не знаю, что будет дальше. Или работа на двух именно работах. Я не могу бросить пока то, что у меня есть, то, что у меня отлажено, то, что мне приносит, ну, хоть какие-то деньги, но в то же время я не могу бросить какое-то новое дело. Я, может быть, обучаюсь чему-то, может быть,
по этой карте это будет совершенно другая сфера деятельности, ведь эта карта нам говорит не что так не постоянно, как перемены, это как раз легкость на подъем. Двойка пентаклей нам говорит: пробуй себя в новом деле, и у тебя получится, как будто ищи себя через опыт. Хорошо, что еще? Давайте мы узнаем. Новый способ дохода. Ну, определенно, посмотрите, мои дорогие, если вот я специально отодвинула рикшу, чтобы показать, с чего у нас началось или начался наш расклад по прежнему месту работы, или чем вы занимались, или еще, может быть, занимаетесь. И у нас ведь выпало что? Восьмерка мечей, дальше аркан справедливость, девятка жезлов, когда мы закрываемся практически от мира, чтобы не создать себе каких-то проблем. И вы тот, кто у нас на перспективу пятерка пентаклей. А здесь нам говорит, что нам нравится этим заниматься. И для вас ведь очень важно заниматься именно тем, что приносит вам вдохновение. Вы сами люди очень лояльны, вы великие дипломаты. И чтобы вот эта самая дипломатия, она не была против вас направлена, когда вам приходится себя сдерживать или когда отказываться в пользу чьих-то интересов, мыслей, идей, может быть, чего-то даже денежного эквивалента, как процветание, а вы все время на вторых ролях. Вот для вас вот эту возможность как бы дипломатии, диалога, ее нужно построить таким образом, чтобы это вам приносило прибыль, чтобы это вы процветали, мои дорогие весы, чтобы вы себя чувствовали счастливым или счастливой. Вот как, наверное, по тузу кубков. Ведь здесь у нас все как будто. Здесь у нас и рыбы есть, а это один из символов благополучия, ну, где-то денежного эквивалента. Безусловно, эмоциональное вот такое переполнение чаши нам показано, когда нам действительно нравится чем-то заниматься, когда у нас все сферы сбалансированы нашей жизни. Но как будто пробовать или как будто адаптироваться к какой-то ситуации нам придется. Мы не можем, может быть, вы не можете сделать резкий переход от одного к другому. Хорошо, что еще? Как новый доход. Придется, видимо, потом определиться. Для кого-то семерка кубков будет говорить о том, что вы вынуждены будете сделать какой-то выбор. Вы не останетесь вот в таком двойственном или на двух работах положении, поскольку, скорее всего, на следующий идет карта туз кубков, вы получите такой эквивалент, когда придете к выводу, что я перехожу на другую работу. Может быть, это ваше хобби, может быть, это ваше какое-то ремесло, или я могу еще предположить работа в интернет. На самом деле, вот если мы говорим новый способ дохода, да, и обратите внимание, на этой карте у нас изображен корабль и само по себе как будто пространство. Корабль, как и пространство, как и эфир, как и интернет. Это все, ну, где-то Меркурий. И если про корабль, это один из символов Меркурия. Поэтому что здесь проиграется? Допустим, интернет-магазин, работа в торговле, работа посредством интернет, работа сферы IT. Даже если какая-то новая профессия, можно получить какой-то новый совершенно навык. Сейчас как раз, наверное, эта область IT наиболее перспективна, что нам как будто, чтобы обрести вот новую профессию, нам не нужно садиться за парту буквально в университет и учиться там годами, чтобы получить специальность. Здесь мы за несколько месяцев можем как овладеть специальностью и, в принципе, найти работу при должном желании, да, но вам должно это нравиться. Дальше, что здесь еще может быть? Перемещение, работа удаленная по этой карте может пройти. Или работа, связанная с командировками. Может быть, для кого-то из вас ситуация связана с тем, что вы куда-то переехали или собираетесь переехать, и мне нужно как будто тоже заранее просчитать, чем я буду заниматься. По этой карте мы надеемся где-то сами на себя. И вот в вашем случае, мои дорогие весы, ведь мы говорим дипломатия, это все равно какая-то дуальность, это какой-то диалог. И нам здесь жонглер показан, который жонглирует двумя пентаклями. Вот, наверное, умение договариваться или через умение быть дипломатом вы как будто можете построить новое качество жизни. Окончательное решение можете принять, что нет, я отдаю чему-то одному предпочтение. И, скорее всего, это именно работа на себя будет. Или на себя, или какое-то новое поприще. Давайте мы посмотрим, каковы дальнейшие перспективы.
Ну вот, ну что сказать, да, посмотрите, какой ряд карт у нас в верхнем ряду, в среднем, точнее, ряду, и то, что нам говорят карты внизу. Десятка пентаклей. Это когда у меня все под контролем, это когда я доволен финансово, это дважды и эмоции, и финансовый эквивалент. Давайте мы с вами достанем карту, тем не менее, как карту совет. Подытожим. Ну вот тут надо решиться на что-то. Следуй за своим вдохновением. Все равно какое-то новое начинание неизбежно. И не случайно вдохновение, приятные эмоции, приятное общение для вас, мои дорогие весы. Не должно быть какой-то конфронтации. Она вас будет постоянно разрушать. И если она единожды сложилась, она никуда не уйдет. Она, знаете, как будет спрятана как будто, да, в шкаф какой-то до поры до времени. А потом, при случае, вам как будто могут что-то припомнить. Снова достать вот этот скелет из шкафа, и снова вам какая-то история обновлена, что ли. Поэтому, наверное, и карта нам говорит, иди вперед. Иди за своим вдохновением, и у тебя все получится. Мои дорогие весы, я надеюсь, что вот этот расклад вам как-то помог. Может быть, помог определиться. Но давайте мы достанем карту. Вот мне интересно, что дальше вообще, если правда у кого-то вынуждены вы вот на двух работах работать. Какое основное событие октября вот по прежнему месту работы для вас будет? Вас могут уговаривать остаться, или могут быть какие-то приятные новости, или может быть какой-то человек, который вас, ну правда, как будто уговаривать, предлагать вам что-то будет. А к чему это, давайте мы узнаем. Можно ли этому доверять, что потом будет? Но вы потом все равно как будто будете на выборе. Выбор как будто придется делать. Хорошо. Что будет стоять за этим предложением. Но вот все равно, понимаете, вроде как можно чем-то вдохновиться, да, вот если мы говорим в октябре, как будут развиваться события. Что-то нас порадует, да, что-то нас вдохновит, будут какие-то радостные новости. Но для кого-то эти новости, когда, может быть, как раз и будут означать, что мне получилось или удалось договориться, когда я могу и новое дело какое-то, новую задачу или обучение, уже как будто момент перехода осуществлять на новую работу и какое-то время совмещать вот с тем, что у меня на сегодняшний день есть. И где-то вот эта двойственность придется, да, и на одну, и на вторую. Либо ходить, либо уделять как-то время, распределять его. Но так или иначе мы где-то устанем, и нам придется отдыхать. По четверке мечей мы складываем оружие. Как будто вы все равно придете к выводу, что нет, вот уже какая-то история, она завершается. Нет продолжения. Как будто те, кто задумал, мои дорогие весы, вот эти перемены в своей жизни, хотим мы того или нет, вот эта трансформация, она неизбежна. Мы можем задержать, как будто, да, или сами задержаться, потому что финансовый вопрос, или, ну, может быть, нас быстро не отпустят. Вот этот элемент тоже может быть, просчитайте, смотря как работает ваше законодательство вот той страны, местности, где вы находитесь. Есть, когда сразу отпускают работников, а есть, где заставляют отработать какое-то время. И тогда я могу сказать, вы можете устать вот от этой отработки, измотаться, вот буквально. И будете мечтать, когда же это все закончится. У кого-то так. Потому что все равно финал-то, я складываю оружие, все, меня уже ничего не вдохновляет. Хотя первое время могут вам удерживать, как будто, да, что-то обещать. Ну, по крайней мере, так нам говорят карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.